Канал «Умно и разумно» приветствует всех вас. Многие любят держать дома денежное дерево, но не все догадываются, какую именно пользу она может нести для вас. Толстянка известна как денежное дерево или живое дерево. Она относится к семейству толстянковых. Этот род суккулентных растений включает в себя до 300 видов, из которых более 200 произрастают в Южной Африке. Значительное число этого вида распространено в тропической Африке, а также на Мадагаскаре, а несколько видов встречаются на юге Аравии. Растения этого рода распространены очень широко, но преимущественно в южном полушарии. Лечебные свойства этого чудесного растения известны почти во всем мире. Это декоративное растение, которое можно встретить почти у каждого дома, также называют жирянка или красула. Считается, что она не только привлекает в дом деньги, но и также скорое богатство, но только если зацветет. Но многие люди знают, что цветет толстянка довольно редко. Помимо своих мистических свойств, это растение обладает также лечебными свойствами, не уступая тем самым такому домашнему доктору, как алоэ. Живое денежное дерево совсем не требовательно к месту и к условиям своего содержания и выращивания, и поэтому вполне может заменить привычные растения на вашем подоконнике, принеся при этом пользу своими уникальнейшими свойствами. В состав денежного дерева толстянки входит огромное количество полезных микроэлементов и летучих масел, которые позволяют использовать лечебные свойства при ряде различных заболеваний. Но часто лечебные свойства этого растения используют в качестве противовирусного и антибактериального препарата. Его часто применяют при заживлении ранок и укусов насекомых, а сок растения препятствует появлению отека и устраняет зуд на коже. Его также применяют для борьбы с таким недугом, как герпес, натоптыши и мозолями. Немало случаев применения толстянки для облегчения приступов варикоза, артрита, артроза и геморроя и подагры. Она может применяться также при язвах в желудке и двенадцатиперстной кишке. Я вам сейчас расскажу несколько простых рецептов для борьбы с некоторыми заболеваниями. Первое. При кашле, ангине и других заболеваниях горла нужно срезать 8-10 листиков растения, выдавить из них сок и смешайте со стаканом воды. Затем этим раствором хорошенько прополосните горло 2-3 раза в день, не глотая. При полипах в слизистой носа этим раствором толстянки проводится спринцевание. Второе. При царапинах, ожогах и ранках нужно взять несколько листьев толстянки, хорошенько промыть их и мелко порезать или натереть в кашицу. После этого наложите эту кашицу на больное место или же можете сделать компресс при помощи небольшого кусочка марли, но лучше использовать неплотную ткань, а именно марлю или целлофан, чтобы лечебный полезный сок не смог впитаться в нее. Третье применение толстянки при мозолях и натоптышах. Также используйте цельные листы или кашицу. В этом случае их хорошенько промывают и удаляют внешнюю пленку. После этого листья нужно привязать к больному месту, при этом закрепляя бинтом и целлофаном. Четвертое. При укусах насекомых и герпесе нужно выдавить сок из листьев и хорошенько смазать ими кожу. Желательно несколько раз в день с одинаковым интервалом.
интервалом, но не больше 5 раз. При таком недуге, как геморрой, сок толстянки смешивают с вазелиновым маслом или жидким вазелином до полного смешивания. Этой смесью нужно пропитать ватный тампон и проводить тампонаж 2-3 раза в день. Шестое. При варикозном расширении вен, при растяжках готовят такой компресс. Нужно взять баночку темного цвета и на треть заполнить ее нашинкованными листьями толстянки и залить сверху настоем спирта. Эту настойку нужно оставить на месяц в темном прохладном месте. После этого ее сможете использовать для растирания мышц. Подходит она и для устранения боли при воспалениях нерва. Седьмое. При заболеваниях почек нужно залить 5 листиков растения стаканом кипятка и оставить настаиваться на час. Этот настой принимайте за 10-15 минут до еды 3 раза в день по 1 столовой ложке. Восьмое. При заболеваниях двенадцатиперстной кишки и язве. Рецепты народные советуют, что съедать 1-2 листочка живого дерева 1 раз в сутки. Живое дерево любят не только поклонники фэн-шуя, которые считают, что толстые и широкие листья способны поглощать неблагоприятную энергию вашего дома. На этом у меня все. Кому понравилось видео, делитесь с друзьями, знакомыми, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!